В общем, какая у нас сегодня тема? На самом деле очень позитивная, веселая и очень важная, кстати, для особенно тех людей, которые не умеют себя хвалить. Для меня. Тема о достижениях. Я человек, которому всегда кажется, что он ничего не добился в своей жизни. Но за свои 18 лет я уже чего-то добилась и хочу просто этим поделиться. Мое достижение, которым я очень горжусь, это мой первый iPad. Я, будучи 10-летним ребенком, очень хотела на Новый год iPhone 4S, такой, знаете, раньше было это модно. И у моей лучшей подруги был такой телефон, и она была вся такая крутая. Я ходила со своим Samsung Hello Kitty, который я сейчас понимаю, что был намного круче этого гребаного айфона. Помню, что писала Дедушке Морозу письмо. Дорогой Дедушка Мороз, я хочу iPhone 4 или 5S, если можно. Как вспомни, мне так жалко этого ребенка, боже мой. В итоге наступает Новый год, мама дарит подарок. Подарок, оказывается, имитации Apple продукции, так сказать. Планшет какой-то другой фирмы, ну, явно дешевле, чем Apple. А планшет, сверху лежит откусанное яблоко. Ну, типа, вы понимаете отсылку на Apple. Проходит лет 7 или даже больше. Я даже помню день, 14 июля 2022 год. Ой, 21 год. Я накопила себе на iPad, развозя газеты. Я работала 7 месяцев, чтобы накопить на iPad эту грёбаную ручку, блин, за 100 евро. Ну, она все-таки оправдала свою цену. Ну, в общем, я покупаю этот iPad. Я исполнила, во-первых, свою детскую мечту, своим потом этой работы ужасной, я бы сказала, потому что она мне не нравилась, она была неприятная, нужно было и зимой, и в дождь, и в ветер, но благодаря ей я заработала себе на что-то из Apple. И потом я поменяла работу, это произошло чисто случайно, и там я начала зарабатывать намного больше. Получив свою первую зарплату, отработав целый месяц, я смотрю на свои сбережения, плюс эта зарплата, и понимаю, что у меня есть деньги на iPhone. Я понимаю, что офигеть, у меня будет iPhone. Я такая смотрю, он стоит 750 евро, такая, не-не-не-не-не, чтобы я на один телефон потратила столько денег. Но и задумка была, и деньги были. Я искала, и 11 iPhone начали раскупать. Потом я через 2 недели снова такая вспомнила, блин, я все-таки хочу, я нашла себе обоснование, потому что я снимаю постоянно видео, у айфонов хорошее качество. Мне не нравится положение камеры, извините. Оп, скатились, но не по социальной лестнице, надеюсь. Я начинаю обзванивать каждый магазин, потому что в интернете написано, что их больше нет. Я начала просто дико искать этот iPhone. И в итоге звоню я как-то в один день с полной надеждой в магазин, в который я уже звонила, мне сказали, что у них ничего нету и не будет. Просто испытать удачу. Я испытала. И в этот же день я беру 800 евро наличкой, потому что у меня тогда не было карты. Приезжаю в магазин и говорю, все, я беру, это мое. Подхожу на кассу, мне спрашивают, девочка, сколько тебе лет? Я говорю, 17. Они говорят, ты не можешь это купить. Я такой, в смысле? Ну там типа в Германии закон карманных денег, что типа дети не могут больше 200 или 300 евро за один раз потратить. Я такая, зашибись, попросила поставить на резервацию. Потом приехали с мамой и купили мне мой iPhone, который полностью оправдал все свои ожидания. Я очень счастлива, потому что 256 гигабайтов, отличная камера, хорошо работает, не тормозит. Горжусь тем, что это все мои деньги. Через год, ноябрь 2022 год, Неля монтирует бесконечное видео. Сделала фильм, который вы можете здесь посмотреть. При работе над этим видео на малюсеньком вот этим крохотусеньком телефоне я монтирую и понимаю, что мне недостаточно функций, недостаточно экрана, всего недостаточно, и понимаю, что мне нужен компьютер. И по приколу просто смотрю, сколько стоит MacBook. Начинаю считать зарплату, фактически, которую я могу получить, и подсчитываю, что к январю у меня будут деньги на MacBook. Я офигеваю, не верю в это, в итоге мечтаю 3 месяца о MacBook'е. Скриншот 17 ноября, где на сайте Apple можно было просто вот эту вот 3D-версию посмотреть через телефон, а это уже 18 января 2023 год. Точно такая же фотография, но этот MacBook уже стоит настоящий. Просто. Я так плакала, когда купила его, вот это вот прям вот самая большая гордость вообще. Скажу предысторию. Вечер, нахожу магазин техники, на котором, если ты ученик,
тебе дадут скидку. В 11 часов вечера отправляю туда запрос, документы, то, что я учусь в школе. Утром мне присылают подтверждение. Я такая, окей, что делать с этим? И подумаю, ну поеду, просто посмотрю. Доезжаю до магазина и покупаю. В общем, позвонила в магазин, узнала. Сегодня поеду после школы. Боже, какая я молодец. Опоздать на 3-ю пару могу только я. Lebendig und doch verloren, so erfüllt und doch träge. Вход оказался намного ближе, чем я себе представляла. Все, 5 секунд, и я его куплю. So, soll ich das so? Okay. Я это сделала. Просто поверить не могу, поэтому реву как дура. Просто всю дорогу еду. Мама, там Макбук написано. Я не смотрю туда. Какой прикольный, радужный. Я сейчас улетаю вообще в страну слез. Сам купил. Господи боже. Прости, господи, ни за что больше так не возьму. Мама. А прикиньте, там такой пранк. О, коробка от макбука. И яблоко откусано лишь. Не говори, блин. Помните, как мама сделала это? Все мы помним это. Ну, пой дальше. Там-там-там-там-там-там. Боже мой. Это мое. Ну, тулище. Я такая... Ой, и все, что ли? А что ты хотел? Тоненький, маленький. Ну да. Ну, какой красивый. Боже, я боюсь его открывать. Сейчас крышка нафиг. И там клоун выскочит. Чё? Ой, Hello, Kitty. Какая красивая, как красиво. Помнишь свой первый смартфон? Hello Kitty. Теперь здесь тоже hello. Почему она на китайском? В правом краю панели таучпар, чтобы узнать. Будто бы она напилась. Извините меня, пожалуйста, не просто, блин, MacBook, а MacBook Pro минус 100 тысяч рублей. Ой, извините за мое леопардовое постельное белье. Другие достижения. Я очень креативный человек, занимаюсь всем подряд. Я думаю, это был год 2019. Мы как-то рандомно пришли перед Новым годом на какой-то мастер-класс по разукрашиванию, как это называется? На мастер-класс по разукрашиванию пряников. И в итоге там мне предложили кружок по театральному искусству. Там стоял язык, на котором будет преподаваться, это немецкий. Я подумала, нет, я не смогу, потому что я тогда была только года полтора в Германии и разговаривать очень стеснялась. И в итоге пошла. Это привело все к тому, что у меня появились какие-то новые друзья. У меня замечательная учительница. Благодаря ей, благодаря этому кружку, я начала чувствовать себя намного увереннее в себе, научилась находиться в обществе, разговаривать, преподносить себя каким-то образом. Это раскрыло меня как человека. Это достижение. Что я впервые снялась в фильме. Ладно, это не прям какой-то там офигеть фильм, но это был фильм. Мы репетировали сценарий, продумывали где, что, когда. У нас была отличная команда, каждый знал, что он будет делать, и то есть это была уже сложная работа. Благодаря этому опыту у меня есть теперь в голове, типа, как вообще снимаются фильмы. Это очень много мне принесло в плане понимания вообще, что такое фильм. Это первое достижение. Второе достижение — это то, что в рамках
этого проекта театрального я занималась еще другими какими-то штучками, которые предлагают там порисовать, мюзикл. Боже, не знаю уже, что там еще было, но я принимала участие почти в каждом проекте, который мне как-то подходило. И в итоге благодаря этому за свою, так сказать, активность в этой сфере и была я награждена прям от самой области Германии, Нидерсаксен, представляете? И это моя грамота. Ну, как этим можно не гордиться? То есть я на момент проживания 3 года в Германии чего-то добиваюсь, и меня награждают прям вот от лица области. Я очень горжусь собой. Не за то, что я просто получила, и я вся такая молодец, а за то, что я просто делала все, и пробовала все, и развивалась, и пыталась, и не сидела дома, и не ныла, что мне заняться нечем. Я просто шла и делала. Вот это вот мое достижение. Следующее мое достижение — это развитие как-то в сфере, которая мне нравится. Сфера фильма, сфера видео. Мое достижение — это то, что наконец-таки я начала выкладывать всю свою болтовню на YouTube. Как-то пофиг, что ладно, меня сейчас никто не смотрит, ладно, никому это не интересно, ладно, у меня нет какой-то целевой аудитории, но я только начала. Буквально 2 месяца назад. И то выкладываю очень редко, но делаю это с таким настроем, что мне просто в кайф снимать эти видео и выкладывать. Просто для себя. Я сама их люблю пересматривать, люблю работать над ними, люблю монтировать, люблю субтитры писать или менять там что-то. Мне это все в кайф. И видео — это моя сфера, и поэтому я таким образом как бы немножечко нарабатываю опыт в какой-то степени. Я приняла участие в одном проекте, где мы делали какие-то короткие видео, короткие фильмы. И было очень интересно, и было очень весело. И мне это тоже очень много помогло понять вообще о том, как работает вообще вся эта сфера. Именно какие видео бывают, как можно их монтировать по-разному, какой-то slow motion, motion, шмоушен. Я была тоже награждена. Следующее мое достижение — это снова грамота. Извините, что как-то все так слишком банально, но пока я не могу вспомнить других достижений. В рамках школы за свои какие-то труды, за то, как я развивалась после своего переезда, как иностранка, и какая я молодец, короче. А вот достижения, которые какие-то мои выводы, то, как я адаптировалась вообще к новой стране, к новым людям, к новому образу жизни, я бы даже сказала. Первый год, он был сложным, я не разговаривала ни с кем, у меня не было друзей, но при этом как раз-таки начала ходить на этот кружок, который меня раскрыл. Благодаря этому я смогла общаться со своими одноклассниками, одноклассницами. Еще одно достижение. Я закончила 10 класс на оценку 2,07, что для меня, как приезжий, это просто суперское, это вот лучше не могло быть такой оценки. Еще вторая гордость — это по поводу школы, что я вообще, в принципе, смогла поступить в гимназию, что я 11 класс закончила, мне никто не сказал: Неля, иди, вообще, не знаю, там, полы подметай. Вот давайте как раз-таки позадействуем сейчас карту 2020 года, которая уже исполнилась. Вот это вот гитара. Не обращайте внимания на беспорядок, это моя гитара. Следующее желание — это написать свою песню, и она тоже сбылась. Это был 2021 год, я написала свою песню. Может быть, я когда-нибудь ее выложу на YouTube, но пока что я ей не сильно довольна, поэтому давайте я наделаю новых треков, и там, пожалуйста, слушайте. Следующее было мое стремление, желание, естественно, шпагат. А еще здесь аккаунт блогерши, за которой я тогда следила, это Туся. В этот год я купила курс у нее по тому, как сесть на шпагат. У меня было такое желание, вот, видите, это немецкий и поднимать руку. То есть поднимать чаще руку, отвечать на уроках, отвечать как-то красиво, как-то слаженно. Это тоже исполнилось. Еще одно желание. Вот, это были книги. У меня появились книги. Первая книга — это от Эриха Фром «Искусство любить». Книга довольно-таки эмоциональная, я бы сказала. Такая, объясняющая какие-то вещи, которые вы недопоняли в каких-то взаимоотношениях с родителями, с папой, с мамой, с друзьями, с родственниками, с партнером. Эта книга. Я советую эту книгу всем тем, кто
постоянно думает и не может прекратить думать. Я тогда осталась без друзей, потому что как бы оборвала контакты с одной подругой, которая неадекватно себя вела. У меня был такой сложный период, когда я очень сильно загналась, когда я очень много думала, очень грустила из-за того, что у нас снова не получилось поехать в Россию. И при этом я понимала, что если я буду сидеть дома, мне лучше не станет. Поэтому я начала кататься и читать эту книгу. Я читала ее где-то месяца 3. И помню, что в октябре, ехав в трамвае, меня сейчас все трясти начнет. Это просто вообще такой день был какой-то, я до сих пор его забыть не могу. Не слушая ни музыку, не смотря в телефон, просто еду, смотрю в трамвае внутри на людей и начинаю просто ходить по трамваю и трогать все и понимаю, что я живу. И вот после того дня, начитавшись этой книги, я такая: офигеть, я живу. Мне еще потребовалось буквально, я бы сказала, полгода на то, чтобы полностью избавиться от мысли, что я много думаю. Если вы запутались в своей жизни, если вы слишком много думаете, читайте эту книгу. Ненасильственное общение. Язык жизни от Маршала Розенберга. Начинается первая глава, сначала объясняется какая-то конфликтная ситуация, потом объясняется выход из этой ситуации, потом приводятся какие-то примеры, и ты должен сам подумать, правильно ли так ответить или неправильно. И на следующей странице у тебя уже идет ответ, почему это правильно и почему это неправильно. И ты так можешь анализировать какие-то возможные исходы событий, потому что в этой книге описывается то, как решать конфликты, то, как избегать конфликтов, то, как понимать людей и то, как нужно отвечать на какую-то агрессию. И, кстати, с этой книги для себя нашла какие-то, так сказать, шаблоны моих ответов на какие-то конфликтные ситуации. И знаете, они работают. Это никому не нравится, то, как ты спокойно будешь отвечать, но ты все равно можешь таким образом человека заткнуть. Что в этой книге постоянно говорится о том, что нельзя давить на человека, нельзя его обвинять, нужно просто сказать, что ты чувствуешь, твои потребности. И, в общем, чтобы это видео имело какой-то такой конец, который вас приведет к каким-то уморазмышлениям. Кому не лень, возьмите вы грёбаный листок, возьмите эту дурацкую ручку, сядьте в этот дурацкий стул, сядьте и запишите, ради бога, свои достижения. Я уверена в том, что у каждого в жизни есть свои достижения. Мизерные, для других ничего не значащие достижения, но это ваши достижения. Если вы этим гордитесь, если вы почувствовали, что это был ваш успешный момент, это и есть ваше достижение. Будь то вы, наконец-таки, отрезали волосы, о чем давно мечтали, или покупка макбука. Например, достижение, что вы ментально что-то поняли, это тоже достижение, какой-то вывод мудрый. Вообще, все в этой жизни относительно, абсолютно между собой не связано, поэтому вы то, что вы сами придумаете. Если вы думаете, что все говно, вы будете притягивать говно. Если вы думаете, что все супер, вы будете притягивать все такое суперское. Если вы думаете, что вы ничего не добились в своей жизни, вы ничего дальше добиваться в своей жизни не будете. Если вы проанализируете все, что вы добились, будь то это 2 достижения или 15, без разницы, вы чего-то добились. И это значит, что вы уже не на самом низу. И это стимул подниматься по лестнице дальше. Вот такой вот немножко мотивирующий конец. Я надеюсь, что моя болтовня кому-нибудь была полезна. Желаю всем удачи. Продолжайте дальше стремиться и еще раз стремиться. У нас все получится. Всем пока!